Уважаемые дамы и господа, мы сегодня приступаем к изучению следующего цикла наших занятий. Цикл 3. Внешние цели, судьба. Цикл 3. Внешние цели, судьба. Тема 9. Развитие, организация жизни. Тема 9. Развитие, организация жизни. И занятие 1. Вводное. Занятие 1. Вводное. По данному циклу в 2 словах. Мы с вами в первой части занятий очень коротко рассматривали судьба, ее основные законы, цель данного цикла. Эти вопросы рассмотреть немного более подробно. То есть первое, для того, чтобы идти по пути формирования себя как личности, какие цели должны быть поставлены, да, какие задачи человек должен решить. В идеале, конечно, должны быть все цели. Поэтому какие цели? Так, чтобы, конечно, в лучшем случае появилась ценность. Я хочу, чтобы в моей жизни это было. И второе – ключевые вопросы. Законы, там, условия, механизмы, проблемы, да, чтобы было понятно, куда идти, и в первом приближении, как туда идти. Соответственно, проблемы, которые более всего мешают, и по этим, по многим другим вопросам, первое – это привычка. Да, человек раскрутил внутренний маховик, и он его уже чаще всего тянет по жизни до конца его дней. Да, поэтому привычка вместо счастья дана человеку. Точнее, не дана, а сам ее и сформировал. Поэтому привычка, и она человека тянет. И поэтому, чтобы можно было бы управлять своей судьбой, конечно, нужно учиться изменять свои привычки, потому что привычки определяют характер, характер определяет судьбу. Раз. Второе, у людей элементарно чаще всего отсутствует понимание цели, зачем их ставить, как к ним идти. То есть они не видят этой картины, поэтому не идут, и не хотят, и не умеют. Основные темы, которые мы рассмотрим. Первое, то, что касается развития организации жизни. Следующее – самореализация, дальше взаимоотношения и все остальные цели, обеспечивающие цели, включая деньги, быт, отдых. Это по циклу в целом 4 темы. По данной теме, по развитию, по организации жизни, на днях наши слушатели выступали с различными историями. И по организации жизни картинка примерно следующая. Встретил наш слушатель, один слушатель, Семеренко Игорь Сергеевич, вы его знаете, своего старого друга, одноклассника, классного парня в свое время. 2 года не виделись, он вспоминает, так, что ж нужно рассказать так, за 2 года. Там, в 7 странах побывали, там, что произошло, там, спортом занимается, творчество, там, нырнул на глубину 20 метров без акваланга, личный рекорд. Там, в КВН первое место заняли, там, много номеров, событий, мероприятий, так, в предвкушении. Давай встретимся, вечером поговорим. Не, я не могу, я на стройке работаю. Мы вечером с ребятами водку пьем. Вот это вся жизнь. Работа, пьянка, дом. И для большинства людей, для кого-то эта схема немного по-другому выглядит, дом, работа, быт, это более чем для 90% людей вот такая жизнь. То есть 2 картинки. В одной есть все, а в другой есть только жалкие остатки. И никаких изменений. Да, человек думает, сколько же мне рассказать нужно. А второе, как, что там за 2 года прошло? Да что, да ничего не прошло. А что могло пройти? Работаем, пьем, что еще могло пройти? Как всегда. Да?
Поэтому цель данной темы — показать, что неправильно, когда печально выглядит картинка. Правильно, когда в жизни у человека есть все. Да? Поэтому в двух словах и по образу жизни, и те цели, которые касаются непосредственно развития, да, чтобы можно было бы рассмотреть, да, к чему стоит стремиться, что приносит человеку счастье, успех, да, и какие задачи должен решить перед собой, поставить, да, человек и решить, чтобы считать себя личностью. Не плыть по течению, как бревнышко, а действительно, чтобы себя уважать за то, какие решения ты принимаешь и какие результаты ты получаешь. Поэтому цель в идеале, конечно, сформировать ценность, да, каждой из этих целей, сформировать ценность и понимание, как каждой из этих целей идти, да, как достигать необходимые результаты. Проблемы, которые в целом мешают, примерно такие же. Первое — это привычка, да, работа подсознания, его перестроить очень тяжело. Но это необходимо сделать, иначе не видать в жизни счастья. Да? Записанные с детства программы просто будут отрабатывать. И если там негатива, его, как правило, более чем достаточно, то он будет вести к неудачам и страданиям постоянно. Поэтому, опять же, привычка, нежелание, непонимание, да, с чем нужно будет прощаться. По первому занятию очень коротко: организация жизни, суть и значение развития. По последующим занятиям более подробно каждый из вопросов. Да, основные занятия, их роль, как нужно относиться, там, творчество, спорт и дальше все остальные, каждый из элементов развития, какую роль в идеале должен играть в жизни. По первому занятию. Образ жизни фактически это что? Это управление своим временем. Опять же, большая часть людей как таковых целей не ставит, а больше 90% не прописывает, поэтому и как следствие человек многими процессами осознанно не управляет ни своим состоянием, ни своим поведением, ни своим временем. То есть время распределяется, да, опять же, по привычке. Вот есть какой-то устоявшийся процесс, да, куда человек вкладывает средства, внимание, энергию, время. И во многих случаях это не просто изменять. Но это, опять же, необходимо. Но если по проблемам, то у большинства людей, кого не спросишь, что домохозяйка, которая даже на работу не ходит, что бизнесмен, у которого каждая секунда, минута расписана, и у того нет времени. Да? Но один человек сидит дома, готовит, убирает, смотрит телевизор, и на этом его время заканчивается, а другой проводит там множество мероприятий, в ряде случаев за один день успевает на самолете слетать в другую страну, заключить договор, вернуться, да, отдыхает, достаточно отдыхает, следит за собой, участвует в мероприятиях. Ему нужно общаться с людьми, устанавливать контакты, решает массу вопросов, контролирует множество процессов, у него тоже времени нет. Но это совершенно разные люди, совершенно разные результаты, совершенно разная судьба, разные возможности. Да, поэтому нет времени, это в большинстве случаев не хочу думать. А задача, вот если говорить об управлении временем, постоянно думать над тем, а как свое время жизни использовать все лучше, 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 лучше. Да, и в идеале, вот скажем, если это ленивый ум, его задача там есть час, день, год. Вот если можно ничего не делать, спать. Замер — это хорошо. А если что-то нужно делать, это плохо. То есть для лентяя выигрыш в чем? Ничего не делать. Для нормального человека, который желает себе блага, он понимает, ну там отпущено, неважно, там 50-100 лет, больше не будет.
Больше не будет. И уж что ты за это время успеешь? Задача успеть как можно больше. Увидеть как можно больше, понять как можно больше, сделать как можно больше, прочувствовать как можно больше, получить результатов как можно больше. Да, то есть адекватный человек, он не живет тут в рамках, что такое лень. Не хочется делать вот сейчас, не хочется делать. Да, потом, что через год, 2, 10 ты будешь в конце паровоза, не будет там, стыдно за свою судьбу, нечего будет есть, как бы человек не думает. Да? А если у него есть цель, он смотрит далеко вперед, ему нужны классные результаты. Он не руководствуется желанием, у него четкие цели. Хочу, чтобы жизнь была так максимально насыщеннее, больше энергии, больше чувств, больше событий, больше радости, больше всего вокруг классного, настоящего, сильного, супер. Да? Ему нужно, чтобы время приносило как можно большую отдачу. Огромная благодарность, Михаил Юрьевич, за сегодняшнее занятие, потому что оно было, для меня, возможно, может, и еще для кого-то очень сложным. Как-то вот болезни вдруг нахлынули, но благодаря занятиям и, наверное, до конца принятым решениям, я просто от себя даже не ожидала, что я доживу до конца занятия и что смогу говорить, потому что мне было, даже тяжело владеть голосом. Поэтому огромная благодарность. Я понимаю, что организация жизни, она, возможно, многих цепляет и не дает возможности свою жизнь сделать прекрасной, потому что времени не хватает. Но если мы действительно примем решение, главное не сдаваться, потому что было настолько плохо, что хотелось уйти, досидеть до перерыва и уйти, потому что было тяжело. И только потому что я благодарна себе за то, что я осталась, и за то, что действительно я почувствовала, что я это поборола. Огромное спасибо. Спасибо. Огромная благодарность, Михаил Юрьевич, за такую возможность комплексно получать знания, потому что сейчас в сетях, в соцсетях очень много есть групп, там, где пишут цитаты, там, где пишут какие-то вещи, относящиеся к успеху, но очень сложно их все собрать и сделать комплекс, вот это вот ведет меня к успеху. Просто понимаешь, что это очень красивые слова, ты их прочитал, и люди, конечно, где-то делятся своим опытом. Здесь у нас есть такая колоссальнейшая возможность развиваться, делать себя классным, и огромная благодарность за такую возможность. Спасибо. Все, кто сражается. Молодцы. Молодцы. Радостнее, мощнее, звонче.